Трамп может вернуть Украине ядерное оружие. Молчаливый ультиматум от Путина. США угрожает Европе, а Беларусь отказывается сопротивляться оккупации. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самое важное и интересные новости. Новый Мюнхенский сговор или таки конференция по безопасности. Первый день и важные заявления. Американские войска могут не понадобиться. Неожиданное заявление президента Украины. Россия ударила по Чернобылю. Поврежден защитный саркофаг Чернобыльской атомной электростанции. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии. И не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Российский дрон атаковал Чернобыльскую АЭС и попал прямо в защитный саркофаг разрушенного 4-го реактора. Дрон прошел на высоте 85 метров, сообщил президент Украины, поэтому радары не смогли его зафиксировать. По словам Владимира Зеленского, атака вызвала пожар, который удалось оперативно потушить, но ущерб нанесен значительный. Радиационный фон пока в пределах нормы, но как надолго? Зеленский высказался жестко. Есть только одна страна, которая может атаковать ядерный объект и не думать о последствиях — это Россия. Конец цитаты. Международное агентство по атомной энергии подтвердило информацию о взрыве в районе 2 часов ночи по местному времени. Независимые наблюдатели слышали мощный удар, затем поступили сообщения о попадании дрона в крышу защитной конструкции. В Кремле, конечно, говорят, это не мы, пропагандисты подключаются и обвиняют во всем Украину. Напомним, в 2022-м российские войска уже захватывали Чернобыльскую зону во время вторжения в Украину. Тогда оккупанты вырыли окопы прямо в радиоактивном, так называемом рыжем лесу, подвергая своих же солдат облучению. И вот новая угроза. Европейские лидеры боятся собственного народа. Вице-президент США устроил разнос Европе и пригрозил Путину войной. Джей Ди Венс мощно прошелся по европейским политикам и не забыл напомнить Кремлю, что Америка держит палец на спусковом крючке. В интервью The Wall Street Journal он заявил, что у США есть, цитирую, «экономические и военные средства давления на Россию», конец цитаты, если та не согласится на мирные условия, устраивающие Украину. Но главная бомба — его слова о Европе. По мнению Венса, европейские лидеры просто панически боятся собственного народа. Он сравнил их риторику с советской пропагандой и обвинил в попытках подавлять альтернативные мнения под предлогом борьбы с дезинформацией. Мой главный аргумент для этих людей таков. Послушайте, Европа, конечно, очень важный союзник для Соединенных Штатов. НАТО — это очень важный военный альянс, в котором мы являемся самой значительной частью, но мы хотим убедиться в том, что НАТО действительно создано для будущего. Особенно досталось Германии. Венс призвал местные партии сотрудничать с «Альтернативой для Германии» и другими правыми силами, которые выступают против миграционной политики. Много заявлений, в том числе и противоречивых, мы уже услышали на встрече в Мюнхене. Там началась конференция по безопасности. Со всеми цитатами и мыслями мы познакомим вас обязательно. Часть из них уже есть в нашем телеграм-канале. Не забывайте туда переходить, подписываться и следить вместе с нами. Про удар по Чернобылю и его связь с Мюнхенской конференцией поговорили с экс-депутатом Российской Госдумы и полковником ФСБ в отставке Геннадием Гудковым. Очень сложно сказать, что это сделано случайно или по ошибке. Сегодня открывается Мюнхенская конференция по безопасности. Кто сейчас противостоит Путину? Уже не Трамп, уже не Соединенные Штаты Америки, а Европа. Кто ближе к Чернобыльской АЭС? Куда идут радиационные облака? Они идут в Европу. Помимо того, что они идут в Россию, они еще идут в Европу. И я считаю, мое мнение, оно может быть ошибочным, но я считаю, что это сигнал Европе. Будете выпендриваться, я вот сделаю такое, что вам там мало не покажется. Найдем во время погоду, когда там стратегически эти стратосферные ветра дуют в Европу, мы шибанем по этому саркофагу, и радиоактивное облако пойдет на вас, чтобы вам там не казалось, так сказать, жизнь медом.
Дать Украине ядерное оружие могут в Вашингтоне не прямо, но об этом заявление шефа Пентагона. Пит Хексет не исключил, что Украина может получить ядерку. Все зависит от решения Дональда Трампа, заявил он в интервью Breitbart News. Вместе с тем США считают, что возвращение Украине всех оккупированных с 2014 года территорий маловероятно. Американские войска на территорию Украины не зайдут, чтобы разруливать ситуацию, но возможно ли, что Трамп подготовит другие гарантии безопасности? Ранее Зеленский заявлял, что Украина или вступит в НАТО, или получит ядерное оружие, чтобы остановить Россию. И вот теперь глава Пентагона фактически намекает, что вот второй вариант как раз не исключен. Президент Трамп – холодный переговорщик. Он всегда ведет диалог с позиции силы. И ядерное оружие для Киева зависит от президента Дональда Трампа. Я здесь не для того, чтобы объявлять что-либо, что обсуждается или не обсуждается. Это не моя работа. Это работа президента. А что скажет Путин, если Киев снова получит ядерный арсенал? Как это изменит войну? Или это просто игра на нервах Кремля, и никто не осмелится передавать Украине ядерное оружие? Что думаете вы? Не забудьте оставить мнение свое в комментариях под этим видео. Кроме того, Владимир Зеленский сделал еще одно важное заявление. Американские войска могут и не понадобиться, если у украинской армии будет вся необходимая техника. Вопросы в вооружении. То есть, если у нас 150-160 самолетов F-16 плюс 25 систем Patriot, то для чего нам команды США или европейские? Если вопрос в гражданстве, то он не стоит. Соединенные Штаты нужны как союзник. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Вступление Украины в НАТО пока тоже под вопросом, хотя заявления звучат противоречивые, и иногда даже кажется, что Вашингтон тоже не может определиться. Сейчас Россия захватила довольно большой кусок территории, и они также с самого первого дня, задолго до президента Путина, говорили, что не могут допустить, чтобы Украина была в НАТО. Они говорили это очень твердо. Но после этого и других заявлений о невозможности вступления Украины в НАТО от представителей Госдепа и заместителя американского спецпредставителя в Восточной Европе звучали слова о том, что шансы таки есть. Что происходит? Спросили мы это у российского оппозиционного политика, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Сегодня это единственная боеспособная армия в Европе, способная противостоять агрессору. И мы это видим на практике. Эта армия уже неплохо обучена, ей нужно окончательно ввести стандарты НАТО, укрепить эту армию, и она будет защищать НАТО с восточных рубежей, как никакая иная. Но нет армии ни у Эстонии, ни у Латвии, ни у Литвы. Это небольшие страны, которые не способны остановить агрессора никаким образом. Может быть, еще Финляндия, с учетом опыта линии Маннергейма, что-то может сделать из Второй мировой войны, но только не страны Балтии. То есть угроза, которая реально есть, она может быть устранена в том числе и в первую очередь за счет Украины. То есть в стратегических интересах НАТО, безусловно, принять Украину. Когда говорят, что там часть территории оккупирована, даже если она останется оккупирована, часть территории, это не мешало, например, стать членом НАТО Германии, которая была разделена и часть ее была оккупирована советскими войсками. Лукашенко приказал армии не защищать независимость Беларуси, Минобороны убрала ключевые пункты о суверенитете из некоторых документов. Скандальный указ Лукашенко стирает из списка задач Министерства обороны пункты о защите суверенитета, независимости и территориальной целостности страны. Теперь армия официально не обязана защищать Беларусь от внешних угроз, зато по-прежнему будет заниматься военной безопасностью, то есть охранять режим. Раньше Минобороны было обязана защищать страну от оккупации и посягательств на ее границы, а теперь слова исчезли из официального документа. То же самое касается обязанностей министра обороны и начальника Генштаба. Теперь в их задачах нет ни слова про суверенитет или конституционный строй. Власти оправдываются, мол, это просто технические правки, а защита страны и так логично прописана в других законах. Давайте посмотрим правде в глаза. Пока Беларусь превращается в военный плацдарм для России, Лукашенко на бумаге лишает ее армии задачи защищать страну. Совпадение? Как думаете? Не забывайте оставлять свои мысли в комментариях и отвечать на наши вопросы. Давайте общаться.
Газом по своим в Ливане протестующих разгоняет у аэропорта. Люди требуют вернуть своих родных. В Бейруте пылает улица, люди блокируют дороги, требуют ответа от властей и получают этот ответ в виде слезоточивого газа. Причина гнева в том, что ливанское правительство без предупреждения запретило приземление иранского самолета, на борту которого находились граждане Ливана. Их просто не пустили домой. Ближе к аэропорту протесты накалились, люди вышли на трассу, требуя объяснений, но получили от силовиков только газовые баллончики в лицо. Разъяренные толпы требуют смены власти, а некоторые прямо заявляют, что это политическое предательство со стороны правительства. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» не забывайте тоже, ведь так вы можете нас поддержать. У меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.